Всем привет! Помнится, более ранее мы делали такое видео, где наши зрители могли участвовать в процессе ремонта и диагностики автомобиля. И это у нас была Lancia Voyager 2012 года. И мы после того, как написали все свои советы, что делать, мы приступили к работе. И вот сейчас вскрываем жгут и будем по ходу дела вам рассказывать, что мы делали, о чем мы думали, на что казалось нам неисправность. То есть, видите, мы сейчас прозваниваем жгут, хотя, честно говоря, 2012 год рановато для переломов проводов в жгутах. Но мы все равно полезли этим заниматься. И я сейчас напомню, что у нас было. У нас было так, что мы делали диагностику, и при тестах на закрывание, то есть там есть такие калибровочные позиции на открывание двери и на закрывание двери. То есть, когда мы делали тест на открывание двери с компьютера, калибровку делали, то все нормально было. А когда мы делали калибровку на закрывание, у нас выскакивала ошибка, неисправность датчика защемления 2. То есть кнопка закрытия дверей не работает как в салоне, так и в багажнике. Также она не работает с пульта дистанционного управления. Ну что, поехали, будем смотреть, что мы делали. Ну что, приступим. Мы имеем схемы, мы имеем алгоритм устранения неисправности от Mitchell. Также у нас есть пробник, над которым все смеялись, который может подавать напряжение на иглу. Это у нас новый осциллограф маленький. Маленький осциллограф, мы уже давно его применяем. То есть это скорее не осциллограф, а пробник. Чтобы вы видели. Назовем его так, осциллографический пробник. Будем пробовать сейчас заниматься. Значит, нам надо будет несколько разъемов. Имеем кучу проводов, переходников, клемников и штырей. Кончики я не зачистил. Сегодня мы здесь практически одни, и нам никто не мешает. Это субботний вечер. И теперь мы можем попробовать взорвать всю эту проводку. Потому что мне уже стало надоедать это все.
Как вы поняли, сейчас мы прозвонкой мультиметра посмотрели все провода от разъемов. То есть мы разъемы рассоединили и уже конкретно смотрим провода. Но дело в том, что бывают такие вещи, что в самом проводе может быть обрыв. И мы сейчас будем смотреть это все, ту же самую операцию повторять под нагрузкой. Будем смотреть лампочкой. То есть если будет сильная нагрузка на провод, то он, если внутри перебит, он сразу проявит себя. Если тормошить рукой жгут. То есть нет смысла разрывать, резать жгут сразу. Вот они у нас так, несколько штук, потому что, невозможно, если не имеешь средств, работать, чтобы было несколько крокодильчиков. И пропаяем блок питания, блок управления дверями. Паяем, как всегда, 12-вольтовым паяльником. Вот. Раз мы разобрали это дело, то есть я вам всем советую не паять паяльниками на 220, потому что ничего хорошего это может не привести. Вы даже не поймете, что у вас начнет происходить. Так, блочок мы пропаяли, теперь посмотрим, что у нас здесь. Мощную не обязательно пропаивать, она и так будет. Ну что здесь? Здесь микроконтроллер, полевики, мосфеты. Здесь непонятный мосфет какой-то или импульсный. Хотя я не вижу дросселя здесь. Возможно, дросселем является какой-нибудь квадратик тут. Хотя навряд ли. И релюшки. Релюшки хитрые такие. Куча контактов у них. Не знаю, можно потом посмотреть по даташитам, что это такое. Это наш конфильтр великий. И это стабилизатор, наверное, на 5 или на 3,3 вольта для питания этой дуры. И все здесь по входу, не знаю, или диод от переполисовки, или маленький супрессор стоит. В общем, ребятки, мы вернули это все в автомобиль. Короче, ничего не изменилось. Более подробную информацию у нас получат рефералы, как это все-таки устранилось дело. И это было единственное, что можем сказать. Это было настолько банально и просто все, что это можно было устранить в течение 5 минут. Все.